Всем привет! Вы на канале Даблтоп, меня зовут Александр Игнатенко. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему вырос биткоин, куда он может пойти расти, а самое главное, что нам делать, если мы не успели в это все запрыгнуть. Погнали! Итак, прожали лайк авансом и смотрим до конца, потому что будет много полезного. Ребят, во-первых, что могу сказать? Дождались, прошел у нас прорыв, биткоин у нас 34 587 на момент записи видео, это хаи за весь год. Причем вообще тут, если посмотреть уже на какую-то недельку, то последний раз такая цена была, ребята, в мае 2022. Как же хорошо все-таки, давайте порадуемся, что все-таки как здорово, что биткоин вернулся, хоть какие-то нормальные цены есть у нас, скажем так, порох в пороховницах, а в биткоине есть откуда-то взявшаяся ликвидность, кто-то его взял, пропампил. Ну, в общем, ситуация интересная. Начнем с простого. 35 тысяч. Я, собственно, не один раз на канале говорил, что со стратегией покупай по DCA весь год, она рабочая. Вот, собственно говоря, надеюсь, вы набирали. Теперь мы будем обсуждать вообще, что делать тем людям, которые не набирали биткоин, и тех, кто набрали. Вот если вы набрали, как я, где вы, ну, BTC-максималист, у меня сейчас в районе 37% в портфеле биткоина, мне, конечно, очень комфортно, признаюсь честно, радостно, потому что приятно, во-первых, удачно форкастить, да. Но что же делать, ребятам? Напоминаю, вообще, самый важный аспект, который, как бы, у нас всегда работает плюс-минус одинаково. Сначала накачивается биткоин, потом альта, потом топ-альта, типа эфира, там, не знаю, солана, и потом уже тир 2, тир 3 альткоины. Когда же переливаться в эфир? Тут я хотел бы сейчас в момент очень тонкий обратить внимание, что у нас произошло там за последние, ну, собственно говоря, неделю, да, когда у нас произошел фейк-аппрув ETF. Я, на самом деле, мы во многом на нем растем. Вот он был фейк-аппрув, если кто помнит, 16 октября это произошло, он вырос с 28 тысяч просто на новость о том, что был аппрув максимально на 30, после чего откатился. Я бы хотел внимательно сосредоточиться на этом моменте, ребята, чтобы вы не пропустили в следующий раз, когда такое будет, потому что аппрувнули ETF, потом отменили, ну, типа, сказали, ладно, фейк-новость, и откатились в ту же точку. Но это равно нам показало, что рынок готов, ждет ETF, и то, что цена аппрува ETF не заложена. Хотя, как бы, если сейчас посмотреть на весь фон, на заявление BlackRock, других фондов, все уверены четко, что ETF примут, вопрос только когда. Вообще, мое мнение, его могут принять даже в этом году, в каком-нибудь конце декабря, нам под Новый год сделать подарочек и запустить новогоднее ралли. Это было бы прям отлично, но я, как бы, не закладываю на это, не является моей основной стратегией, все-таки мне без разницы, в декабре или январе, просто в декабре было бы прикольнее. Почему в этих датах? Потому что именно до 15 января могут переносить ETF. Напоминаю вообще, почему ETF должен пампить вообще рынок и что он пампит. Потому что многие, ну, не все правильно понимают, многие думают, что ETF примут, мы упадем. И вот самое, что интересное, когда мне это, ну, рассказывали, я говорю, ребят, ну, куда мы будем падать на аппруве ETF? Вот я сейчас говорю про до 35 тысяч, когда биткоин был там 28 тысяч. Мне просто закладывали вероятность того, что мы можем на этом фоне упасть. Ну, ребят, люди, что вот здесь вот набирали, вот здесь вот брали, это уже весь год, когда еще не было этих слухов ETF, чтобы на аппруве ETF выйти по 30 тысяч, ну, конечно же, нет. Ну, конечно, нет. Конечно, если там и будет какая-то манипуляция от BlackRock, а вы знаете, BlackRock у нас чуть ли не миром правит, в очередной раз говорю, что, возможно, на видео про них записать, то там, конечно же, будет речь о больших, намного больших суммах. И когда вот этот фейк-аппрув произошел, мое личное мнение было, я прям это говорил, что почему никто не фронтранит вот этот ETF. И мы достаточно быстро поехали сюда вверх в район 30 тысяч. И надо, на самом деле, вот это вот движение, можно понять, что можно его было прям забирать с плечами и зарабатывать на этом, если кто-то подумал. Теперь, что касается вообще биткоина и других альткоинов, на чем можно сейчас заработать, куда идти. Ребят, если биткоин, вот этот аппрув был ETF, надо посмотреть, на самом деле, что было с эфиром в этот момент. И было ли вообще. И вот на этом графике даже не очень понятно, где этот был аппрув ETF. Тут надо открывать график эфириум к битку и смотреть, где был аппрув. А я вам скажу, аппрув был вот здесь. То есть в момент аппрува ETF у нас биткоин к эфиру вырос. То есть эфир, точнее, к битку упал, ну, не принципиально. И это о многом говорит. Это говорит о том, что на самом аппруве, когда его аппрувят, то же самое, скорее всего, будет такая же свечка. Вряд ли рынок в этот момент по-другому среагирует. И ликвидность действительно у нас, ребят, уходит из эфира, уходит из альтов. Если брать с эфиром, то у нас вообще какой-то жесть. Вот это все время вроде эфир развивался, а тут пошел ETF,
и эфир постепенно идет вниз, и я на самом деле не удивлюсь, если мы тут пробьем вот этот 0.49, то мы можем реально сходить там чуть ли на 0.30 по эфиру, то есть биткоин сам полетит, поэтому если вы держите биткоин и хотите как бы максимализировать свою прибыль, то мой вам совет, это непосредственно на вот этом аппруфе оригинальном сразу часть вашего битка закинуть в эфир, потому что эфир потом будет растекаться туда ликвидность, и они уже потом будут накачивать. У эфира на самом деле из обновлений типа важных, ну вообще возможных ближайших, это EIP 4844 на январь 2024 года, и он как бы может запампить Arbitrum, Matic, оптимизм и сам эфир. Это вот такая тоже ставка, то есть я надеюсь, что у вас эфир все равно в кошельке есть, потому что, ну, тут надо понимать, что в любой момент ликвидность может пойти в эфир, и хотелось бы, чтобы вы не пропустили. Но в целом уже видно, что начинается такое, ну, серьезное пробитие, и потом где-то, опять же, ловить дно по эфиру к битку я не вижу смысла, я бы уже увидел, когда эфир показал силу, когда эфир вдруг поняли, что, вот все-таки эфир технология. Но есть с этим проблемы, потому что, опять же, ребята, у нас сначала будет обязательно накачиваться биткоин, особенно когда ETF примут, и даже после этого, я напоминаю, что для всех, кто не знает, у Fidelity, BlackRock, там, VanEck и другие компании, им надо будет в залоге иметь реальный биткоин, который они должны будут ходить на кастоди кошельке, и уже своим пользователям, своим клиентам они будут давать непосредственно ETF на биткоин. Таким образом, биткоины будут из циркулятора избираться, и вот, ну, на этом фоне мы уже как минимум растем. Ну и, конечно же, халвинг у нас. Если кто не знает, халвинг уже в апреле. То есть сейчас я записываю конец октября, апрель, ну прям очень скоро, мы прям не заметим. В текущих волне событий мы реально такие вещи не замечаем. И вот вся вот эта ситуация сейчас на Ближнем Востоке, конфликт очень большой назрел, где в очередной раз все видят, что началась война, и что ты можешь сделать, если ты хочешь уехать, как ты можешь сохранить свои деньги, как сделать так, чтобы государство их не забрало из банка, из ячейки какие-нибудь, грабители не забрали и так далее. Ответ один, только криптовалюта. И на самом деле к крипте будет расти интерес все время. Это у меня убедительная в этом отношении позиция, прям я не могу ее поменять. Я сейчас вижу, что биткоин, ну это просто все. Я думаю, что многие зрители меня понимают, о чем я. Что касается на самом деле макроэкономических моментов, тут тоже интересный момент, потому что сейчас как раз начали выходить отчеты там Tesla, Alphabet и так далее, и S&P 500 у нас вообще просел, причем на 4,185, вот если посмотреть за один день, то у нас 1,5%, за 5 дней 3%, то есть все плохо, а биткоин едет вверх. Такая вот раскорреляция пошла, да, ничего, ну, как бы, опять, хорошего в этом нету, наверное, потому что когда была корреляция, она была как-то приятнее, но что я могу сказать по этому поводу, личное мое видение, почему биткоин должен падать, когда падает фонда, а фонда там у нас падает, опять же, сейчас тяжелые экономические условия, инфляция все еще просто запредельная, и на самом деле не очень понятно, когда будет ставка падать, потому что если посмотреть инфляцию, то мы видим 2,37, ну, если на Trueflation не смотреть, не вот здесь, вот когда они уже измеряют, а на Trueflation, но мы видим, что по сути дела у нас флэт, и она не падает, хотя, опять же, я видел цены в магазинах, ну, в магазинах и на заправках чуть-чуть просели, но все равно 2,37 у нас на табло. Поэтому момент интересный, инфляция может будет падать, но ставку понижать еще не будет долго, потому что там еще на контрольные 3 месяца, то есть я бы на ставку, как бы понимаю, вижу, что сейчас ее понижать не будет, даже вообще в 23-м даже не обсуждается, в 24-м, возможно, в конце, и опять же, ребят, опять если ее опустят до 5 или до 4,75, это по сути дела не понижение, это очень важный момент, который надо учитывать при ваших инвестициях. И я вижу, что с биткоина просто, когда люди сейчас бегут там с рынка акций, им некуда выбегать из биткоина, потому что биткоин тот рисковый актив, который уже давно все бросили. То есть на самом деле, мы если посмотрим тот же биткоин на каких-то больших таймфреймах, то мы понимаем, что ну вот это время надо было бросать, когда начала падать ставка расти, инфляция была высокая, биткоин начал падать, и вот здесь вот выбегали вот эти все слабые руки, которые не холдеры, которые беливеры битка. Сейчас же уже мы видим, ну на самом деле аккумуляцию, набор силы, позиция, да, объемы у нас супер маленькие, но я в очередной раз говорю, инсайты, которые мне поприходили, рынку не надо сильно больших объемов, мы можем вырасти в любой момент. Опять же, если представить, что вы большой фонд, и вы знаете, что примут ETF, а его примут с вероятностью 90-95%, то по идее, зная то, что на этом фоне будет расти, вы, наверное, как фонд должны набирать сейчас биткоин. Я говорю, если бы я был владельцем фонда на 100 миллионов, я бы в срочном порядке набирал бы битки там по 25, по 27, просто как сумасшедший. Вы многие знаете, я квартиру, собственно говоря, хотел продать, ну и продаю сейчас, чтобы купить битки, но биткоин по 35 уже не так вкусно, как я хотел
хотел его, конечно, по 27 купить, но что поделать. И, кстати, если кто не знает, я поставил спор, я поставил больше 50 тысяч долларов, там даже 80, на то, что биткоин не коснется 19 тысяч. Интересно, есть ли сейчас такие желающие до конца года? Потому что я настолько был уверен, настолько мне читалась эта ситуация, хотя со всех сторон мне трубили, что Гнат, все сейчас упадет, биткоин 0, надо вытряхнуть. Да никого нету в рынке. Кого вытряхивать? Никого нету. Меня вы не выбьете, потому что я бы не вышел и по 20, и по 15 бы сидел, бы и по 10 бы только добирал. А вот этот весь период, когда он рос, тут здесь где-то выбили, здесь где-то выбили людей. И вот сейчас, пожалуйста, 35, самое время закупаться? Ха-ха, нет. Очень важный момент. Кто скажет, может мне сейчас закупаться, рост начался. Ребят, я бы еще не закупался. По какой причине? Ситуация в чем? Если вы покупаете на локальных хаях, вы всегда встречаетесь с большой коррекцией в 20, а то и 30%. Поэтому если вы сейчас купите по 25, по 35 тысяч, вы должны готовы быть, что биткоин откатится в районе 30. Если вас это устраивает, и вы покупаете в долгосрок на года, можете покупать. Но если вы хотите там спекульнуть или иметь хорошую точку входа, то подождите просто какого-то отката. Потому что если посмотреть, когда вы берете локальный хай, вот смотрите, вот локальный хай, вот локальный хай, вот локальный хай, ну тут на этом старой графике, вот, везде, все локальные хаи, это просто бритье. Ну то есть вот, конечно, вот здесь вот ладно, так говорить, первый толчок, потом второй, но даже отсюда обратите внимание, что был откат. Все многие ждали вот этот вот, опять же, я сравниваю сейчас с 19-20 годом, потому что пока все повторяется идентично, один в один. Я часто сравниваю и говорю, что здесь у нас была большая просадка, но, ребята, это была корона просадка. Я, конечно, не против, я понимаю, что все хотят, наверное, такую же, и сейчас скажут, Гнат, мы вот здесь где-то давайте сходим на 15. Но для этого нам нужен такой мощный черный лебедь в начале 2020 года, который должен перезатмить ETF, халвинг, регуляцию, апрувы там, ну там же на самом деле со стороны Азии тоже идет неплохой движ, это можно по альтам понять. Поэтому, ребята, я уже не сильно верю в то, что биткоин будет 20, откаты, безусловно, будут с каких-то позиций. Я вряд ли сомневаюсь, что мы отсюда вверх полетим, поэтому тоже не рассчитывайте вот эту историю, что сейчас все мне пишут в чатах, Гнат, ну что, мы на 40 поехали. Подождите до 40, 35 это отличная цена, я говорил, что если год закроем выше 30, это будет, я считаю, хорошо. Поэтому, что хочется зарабатывать, но для тех, кто хочет зарабатывать, ребята, я бы все-таки, и много стейблов, я бы сейчас уже смотрел на альту, на точку ее подбора. Эфир 1800, кто-то скажет дорого, но опять же, когда биткоин 3-4 600, уже не так дорого, да, у меня есть ощущение, что эфир к битку может падать, но, опять же, на каких-то откатах, которые сейчас, скорее всего, где-то должны быть, можно еще попробовать подобирать. Уже нельзя сидеть вне рынка, вы досиделись до самой вот все, поздно, ребят, я понимаю, что никто не ходил на мои стримы, 500 человек, ничего не интересно, а сейчас резко всем интересно, все звонят Гнату, алло, Гнат, закупаем, Гнат, что мне делать, Гнат, что началось, и это только начало, дальше будет намного ярче. Поэтому, друзья, я вас прошу, смотрите уже сейчас внимательно, все еще не поздно крутить какие-то дропы, это ЗК Sync, Starknet, Линия, будет еще дропы, они у нас есть все на канале, видео, смотрите, оно все здесь. Что касается альтов, какой сейчас набирать, что мне сейчас нравится, это вообще STX, это Stacks, несмотря на то, что если вы смотрели стрим, мы не фанаты разработчиков, но Stacks пока растет как бы вместе с битком и имеет какой-то потенциал. Если он откатится, то набирать его уже, может быть, даже имеет смысл. Тут в районе 60 центов, на самом деле, неплохая точка закупа, и он вполне вероятно будет показывать силу весь рост биткоина. А рост биткоина, на самом деле, ребят, может быть до самого апрува ETF. Возможно, уже начали, опять же, фонды какие-то, возможно, держали. И, вероятно, сейчас уже все начали, как умалишенные, набирать биткоин, потому что понимают, что 24-25 это год роста. Это год, вообще даже 2022 год роста. Если кто вдруг в танке, если кто вдруг не знает, вот что у нас было. Новый год, вот здесь мы его встречали, ребят, вот, 16 тысяч, сейчас 34 тысячи, 2 икса выросло. Я понимаю, что многим хочется иксов, но 2 икса за этот год. А если мы закончим 65 тысяч, даже не 60, ну 70 тысяч, 24 год, тоже, я считаю, отличный год. А если еще потом 140, 25, то получится такая листинга 2х каждый год, и суммарно это 8х. Поэтому, ребят, тут надо понимать и не пропускать такие моменты. Что касается, говорю, альтов, Stacks можно посмотреть, ну, конечно же, Matic. Matic сейчас делает ребрендинг в пол, и это тоже очень интересно, потому что пол у нас вроде как вырос в цене на Bybit, да, а Matic при этом еще не догнал. И тут вопрос открытый, есть ли смысл набирать сейчас Matic по 63 цента, если он догонит пол. В целом, Matic сам по себе актив очень толковый. Во-вторых, он Layer 2, который под EIP
8.44 может распампиться, а у нас не очень много сейчас нарративов, кроме RVA ничего нету. И рынок сейчас вспомнит, что у нас вообще-то есть и Layer 2, и, возможно, понесет деньги в Arbitrum, Matic, да может даже, ну, Frax, конечно, к сожалению, пока его нарратив не видится, не растет, мой любимый Frax, но эти активы стоит смотреть в моем понимании. И, конечно, говорю, стоит присматриваться ко всему CoinGecko того, что как бы уже дает силу. Я вижу, что Solana дает силу, $33. Надо смотреть те проекты, у которых есть еще деньги, и которые могут сейчас эти деньги направить на маркетинг. Потому что сейчас будет, на самом деле, ну, для тех, у кого есть силы, есть возможности, есть деньги. Вот для этих проектов будет рост. И, конечно, тот же Chainlink, к сожалению, уже $11 поздновато. У нас многие ребята в комьюнити его по $7 покупали и шилили по $7 всю дорогу. Но по $11, конечно, не сильно хочется мне покупать его. Но, опять же, говорю, можно посмотреть на тот же DYDX, GMX, те проекты, которые делают реальное ревеню, которые увеличивают доходность проекта. Тот же Frax мне тоже устраивает. Но мой главный к вам просьба, то что уже надо сидеть, смотреть внимательно. Я уверен, потому что сейчас еще и SEOшки пойдут. Ну, конечно, возможно, коррекция, ребят. Конечно, кто-то, если выйдет видео, потом мы откатимся, там, не знаю, на 32 тысячи, не надо после этого верещать, что все пропало. Потому что рынок показал, что вы все, ну, большинство, к сожалению, из вас, это просто хомяки. Мы просто поехали на 35 тысяч, и мне просто начал разрываться мобильный телефон, смски, личка, что типа, Гнат, мы летим. Да, мы летим, я, да, про это говорил. Не один раз, что мы полетим, никто никого спрашивать не будет. Я это говорил, вы все это знаете. Никто с этим не может поспорить. Я говорил, что булран начнется внезапно. Просто в момент, где-то мы выросли, сейчас мы еще какую-то технологию, не дай бог, найдем. И как только найдется технология, опять же, посмотрите стрим про LSD на битке, возможно, это технология. Не знаю какая, может быть, кросчейн басты, может кошельки, ТВТ пойдет в рост. Но стоит внимательно следить за этим. Также, кстати, можно стоять за Суи, потому что я уже тоже, на самом деле, из такого хейтерка, ну, давайте будем объективно, Суи Аптоса, перешел немножко в то, что, возможно, у Суи есть некий потенциал, потому что, ну, посмотрите, как у него начал расти ТВЛ. Просто 22 сентября Гнат говорит, что все плохо, 26 миллионов ТВЛ. 24 октября 62 миллиона ТВЛ. И такое, серьезные такие прибавки. Начали они выделять деньги на интенсивайзы большие, поэтому за, может быть, Аптосом и Суи тоже стоит следить. Аптос там всячески пытается исполнить, что у них будет дроп. Не знаю за что, не знаю, как это возможно. За этим тоже надо следить. Но мой главный посыл, что надо быть уже в теме во всех этих блокчейнах, во всех новых парадигмах, во всяких мемолендах регаться. Потому что бабки начинаются, зарабатывают те, кто от начала до конца, потому что в конце вы всегда теряете. Есть те люди, которые заходят в середине булрана, они тут вроде в профите, всем рассказывают, какие они классные, но когда начинается стрижка, стригут всех, в том числе меня, вы все прекрасно знаете. И я тоже обязательно на новом булране тоже в конце потеряю деньги. Это нормально, это условия игры, знаете, это типа ты не можешь вот все, что собрал максимально, все собрать, унести на хаяк. Обязательно в конце надо раздать людям. Либо раньше выйти, а потом хаи будет выше. Это норма. Ну, собственно, вот так вот. Будем ли мы идти на 40, как написано в обложке? Я не знаю, у меня нет такой уверенности, что мы за 2 месяца выйдем на 40. Но, конечно, фон уже начинается вокруг битка крутиться. Мы идем от S&P 500, при этом растет золото практически там на хаях, а мы все-таки криптозолото, диджитал золото, это биткоин. Поэтому потенциал есть, но сейчас ликвидность накапливается в битка и потом будет перетекать в другие альткоины. Пока я все-таки держу свою сумку по большей части в битке. Есть у меня, безусловно, эфир, есть Arbitrum, даже о чем говорить, у меня там даже ТВТ есть в моем портфеле. Сейчас, собственно говоря, мы ждем ETF, подтверждать ETF, мы из битка перепрыгиваем в другие альткоины. Если у вас уже много стейблов, то уже пора куда-то постепенно заходить, присматриваться к Стаксу, Матику, Фраксу, Арбитруму. Все это достаточно сильные фундаментальные проекты. Слава богу, в 2023 они такие есть. И надо сидеть в них, потому что вполне вероятно, что сектор, когда рынок будет искать, куда зайти ликвидность, они будут выбирать то, что более годное. Ну, либо мемасы. Ну, я не специалист по мемасам, поэтому вам Пепе советовать не буду. Думаю, на этом можно заканчивать. С вами был Гнат, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и работаем. Все работаем, поняли?